Неугомонных европейцев история ничему не научила. Британии не имется взять под контроль крайний север с Арктикой, а странам Евросоюза хочется урвать свой кусочек от российского пирога. Англичане усиленно подстегивают НАТО к войне против России через год после предполагаемого окончания украинского конфликта. Какие планы строит Запад? На крайнем севере неспокойно. Британцы взяли на себя роль ключевого игрока в подготовке НАТО к конфликту с Россией в Арктике. Великобритания возглавила группу из 10 европейских стран. Единомышленниц еще в 2014 году, отметил обозреватель политика Эстер Уэбер. В Норвегии прошли штабные учения коалиции объединенных экспедиционных сил при участии офицеров стран Прибалтики, Северной Европы и Великобритании. Они репетировали ситуацию, если Россия вдруг перейдет к враждебным действиям в одной из приграничных стран спустя год после предполагаемого прекращения огня на Украине. В частности, отрабатывали реакцию на гражданские беспорядки и пророссийские протесты. В бункере на глубине около километра в горах на севере Норвегии Великобритания готовится к войне. Британские военные специалисты отправились в город Будда, расположенный за полярным кругом между морским побережьем и заснеженными вершинами, пишет Эстер Уэбер, обозреватель политика. По его словам, пока у коалиции не хватает сил для отражения потенциальных угроз, но она планирует вырасти в ближайшие годы. Этому способствует снижение внимания США к европейской безопасности. Глава британского Минобороны Джон Хилли тоже участвовал в учениях. Он объяснил, зачем они нужны. Это страны, для которых российская агрессия – повседневность. Они живут по соседству с российскими военными. Наши страны могут оптимально оценить риски, отреагировать на угрозы и подключить к этому НАТО, убедив в необходимости более серьезного отношения, считает Джон Хилли, британский министр обороны. Союзники оправдывали свои действия, напомнив про необъяснимый обрыв подводного кабеля на Балтике в 1924 году. Периодическое вторжение якобы российских БПЛА и самолетов в воздушное пространство НАТО, что было голословными утверждениями западных политиков и кораблей, якобы угрожающих британским водам. Стоит отметить, что заявление про мнимую российскую угрозу прикрывает истинные планы Лондона. Великобритания должна расширить военную деятельность в Арктике и на Крайнем Севере на фоне того, как регион становится все более оспариваемым из-за открытия к нему доступа в результате таяния льда, писала ранее газета Financial Times. Стратегия британцев в Арктике раскрыта в докладе Looking North от 9 февраля 2023 года. За Арктикой британцы наблюдают с 1998 года, желая контролировать там перевозки, рыболовство и добычу полезных ископаемых. Путь англичан в регион лежит через Прибалтику, поэтому они усиливают свое влияние на нее. Уэбер также отметил, что союзники планируют усилить свое присутствие на Крайнем Севере, благодаря инвестициям в новые ледокольные возможности. Только вот на сегодняшний день больше всего ледоколов у России, не менее 50 судов. Британцы этим похвастаться не могут. Но Джона Хилли это не смущает. Он заявил, что уже готовятся дальнейшие штабные учения. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на ежегодной конференции в Берлине заявил, что до 5 апреля 2026 года будет разработана стратегия формирования боеспособного резерва Бундесвера. Это позволит создать армейский резерв и повысить боеспособность страны. В начале октября Писториус рассказывал о планах увеличить численность резервистов Бундесвера на 100 тысяч человек к 2030 году. Позже новый руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Йегер заявил, что в Европе царит хрупкий мир, который может треснуть в любой момент и перерасти в горячую конфронтацию с Россией. Не осталась в стороне и Швеция. Премьер-министр Ульф Кристерсон призвал Евросоюз готовиться к долгосрочной изоляции России, в том числе и в Балтийском море. Несколько дней назад начальник штаба вооруженных сил Франции Фабьен Мандон уточнил, что прямое вооружение столкновения стран Запада с Россией может произойти в ближайшие 3-4 года. Поляки тоже активно наращивают военный потенциал на фоне русофобской риторики и угроз в адрес России. За последние 3 года, как подсчитали аналитики украинского портала War Infographics, Варшава заказала значительное количество ракет, бронемашин, арт-установок, дронов и танков, а также увеличила расходы на оборону страны. Что касается США, то в октябре спецназ американской армии начал готовиться к возможному военному столкновению с Россией. Кроме того, бывший главком силами США в Европе Бен Ходжес обозначил, что первоочередными целями НАТО в случае конфликта станут российские анклавы.
До этого МИД России раскрыл планы НАТО по военной блокаде Калининградской области. Вот такие вот сценарии нас ждут от Европы. По крайней мере, они так считают. Но на самом деле у Запада осталось 3 сценария выживания. И все они плохие, пишет American Conservative. К радости русских и глобального юга, переживающего колонизацию, солнце Запада наконец-то прогнозируемо закатывается. Однако исчезнет оно, конечно, не сразу. С такой точки зрения выступил обозреватель журнала American Conservative Питер Слескин. После 500 лет доминирования Запад демонстрирует признаки серьезного упадка практически по всем направлениям. По мнению экспертов по международным отношениям, затяжной период исторической аномалии подходит к концу, и мир вступает в эпоху, характеризующегося утверждением суверенных интересов и восхождением разных цивилизаций. На определенном расстоянии этот процесс кажется достаточно правдоподобным отражением новых реалий. Но как дорожная карта для навигации в международной политике, это слишком грубый набросок. Во-первых, упадок не означает вытеснение. Запад может утратить способность диктовать и поддерживать свое положение. Его институты, культура и моральные устои могут лишиться былого очарования, но человечество все равно продолжит жить в глубоко современном и глобализированном мире западного происхождения. Основные системы образования и науки, формы правления, правовые и финансовые механизмы, а также искусственная среда будут по-прежнему основываться на западном фундаменте. Ослабевающий Запад вряд ли окажется в постзападном мире. Во-вторых, Запад является понятием изменчивым. Он уже менялся и может изменить свою конфигурацию снова. Прежде чем рассматривать, каким может стать Запад в будущем, необходимо понять, какая сила уходит со сцены. Автор статьи видит 3 пути вперед. Первый – ограниченная либеральная реставрация. Можно представить, как европейские элиты справятся с внутренней оппозицией, переживут Дональда Трампа и найдут сторонников демократической партии, что обещает частичное возвращение к статус-кво. Другая возможность – радикальное сокращение эго Запада, понимаемое как отказ от империи в пользу нации. С политической точки зрения такой шаг был бы широко популярен. Обещание поставить интересы американских граждан на первое место очевидно привлекательно для американского избирателя. Третий вариант – это новая трансатлантическая консолидация, которая заменит либеральную универсалистскую логику, осознанно цивилизационной рамкой, где Соединенные Штаты будут признаны метрополией, а Европа – привилегированной периферией. Наконец, членство в западном клубе не потребует принесения национальной идентичности в жертву глобальному либерализму. В любом случае, США попытается сохранить лидерство, и все 3 сценария являются плохими как для Запада, так и для других наций, объединений и альянсов. На каждом пути реализации могут ждать препятствия и неудача, но если явление известно как коллективный Запад хочет выжить, ему придется радикально измениться. Вот такие вот, друзья, у нас новости.